Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я расскажу и покажу вам, как я вязала вот такую модель демисезонного джемпера. Значит, идея эта у меня возникла тогда, когда я навязала большое количество летних изделий, которые вы, кстати, можете все видеть на моем канале. Там есть и футболки, топы, и различные другие изделия. Там я ссылочки повставляю внизу под этим видео. Значит, то вы найдете все изделия вот таких цветов и оттенков, из которых я вязала ранее. У меня пооставались некоторое количество пряжи, и я решила ее каким-то образом использовать. У меня возникла идея связать вот такой полосатый демисезонный джемпер, который будет умеренной прозрачности, но тем не менее не плотный, не теплый. Он подходит на весну, подходит на раннюю осень и подходит на прохладные летние вечера, если таковые в процессе лета возникают. Значит, по задумке у меня была именно такая модель с укороченным рукавом, где-то 3/4. Вот. Но в самом начале, когда я собрала всю пряжу, взвесила ее, думала, каким узором вязать, какую модель вязать, я боялась, что мне может не хватить. И в самом начале у меня несколько другая была задумка. Я хотела, вот видите, как вы можете видеть, я начинала вязать и с резинкой, и планировала закончить и рукава, и низ изделия тоже резинкой. Но в процессе вязания мне захотелось сделать свободный низ и сделать свободные вот такие рукава. И я осталась более чем довольна. Мне эта модель даже вот больше пришлась по душе. Когда вы будете смотреть видео, где я уже вяжу, вы будете видеть некоторые моменты, которые я сейчас уже в конечном варианте убрала из этой модели. Например, я побаивалась, что мне не хватит пряжи, и начинала вязать, объединив ниточку, из которой я вязала горловину, это шелк у меня был, объединила с вот такой вот коричнево-золотистой пайеткой. И на видео там вы будете видеть, что у меня горловина идет с пайеткой. Но когда я стала дальше миксовать цвета, которые у меня были, то эти все цвета, они очень нежные и такие пастельные, приглушенные, они сочетаются между собой. А этот оттенок, он немного не подходит и выбивается из контекста. Он мне показался грубоватым, поэтому я уже, когда связала на последнем этапе, я придала себе дополнительную работу, я аккуратно выпутала, посрезала эту пайетку и убрала из изделия. И теперь мне очень нравится, все очень нежно, гармонично, цвета между собой сочетаются, и джемпер получился очень такой симпатичный даже. Значит, по пряже. Значит, вся пряжа здесь с натуральным составом. Значит, здесь я использовала вот этот белый, это у меня мерсеризированный хлопок. А вот этот кремовый оттенок, это у меня 100% шелк. А вот этот серый цвет, это у меня пайетка на хлопке 3-миллиметровая. Здесь тоже чисто натуральный состав, конечно, кроме пайетки. Дальше, зеленый, это у меня тоже хлопок с люрексом в тон. Здесь я еще использовала вот королевскую пайетку голографическую на белой основе, тоже на хлопковой основе. Значит, у меня практически весь свитер, весь джемпер связан из хлопка. Единственное, что вот этот кремовый оттенок, это у меня вот в конце, в начале и в конце, это у меня шелк. Значит, по метражу вся пряжа у меня приблизительно одного метража. Это 350 метров на 100 грамм, либо 4. Вот, в общем, диапазон от 350 до 400 метров на 100 грамм. Например, у меня этот шелк 400 метров на 100 грамм, а на хлопок у меня 350 метров на 100 грамм. Пайетка
идет 800 метров на 100 грамм, я ее вязала в 2 нити, тем самым вышла на метраж 400 метров на 100 грамм. Поэтому, вот, чтобы вам ориентироваться, можно использовать любую пряжу, не обязательно вязать полосатый свитер, может вы захотите однотонный, то метраж должен быть 350-400 метров на 100 грамм. По расходу всего уже вес готового изделия у меня 270 грамм. Значит, он подходит на размеры от S до L с разной свободой облегания. Параметры я сейчас вам померяю, и вы сможете их увидеть. И тогда сориентируйтесь на свой размер. Значит, ширина 48 сантиметров. Высоту я меряю вот от плеча, вот от самой верхней точки, от плечевой, и до самой нижней. Вот я вам покажу, у меня 55 сантиметров высота джемпера, длина, то есть. И длина рукава я тоже меряю от резинки, то есть от самого начала горловины и до конца рукава 45 сантиметров. Значит, эти параметры мои как за основные можете принимать, а можете вязать на свой размер. Так как мы вяжем регланом сверху, то размер регулировать очень легко. Вы просто продолжаете вязать регланную линию, и за счет удлинения регланной линии у вас расширяется само изделие. И вяжете до тех пор, пока не достигнете нужной ширины. Потом уже переходите на круговое вязание и вяжете основное тело свитера. Так, что касается узора. Мне понравился этот узор тем, что он смотрится очень симпатично, а вяжется очень легко и очень просто. Далее я вам в видео все покажу. Раппорт узора состоит из 4 петель и 6 рядов. Он чередуется у меня. Я чередовала полосы следующим образом: по 2 раппорта провязывала и меняла нить. Вы можете на свое усмотрение, если вы тоже хотите полосатый, вы можете через ряд менять, тогда у вас будут более тонкие полосы. Можете через 3, через 4, делая полосы широкими. Здесь уже простор для вашей фантазии открыт. Так, теперь для того, чтобы не нарушать рисунок и не усложнять себе задачу, я вязала очень быстро, поэтому я здесь в этой модели вязала азиатский росток. Как вы знаете, азиатский росток вяжется уже после того, как связаны регланные линии, и далее разделяется изделие на перед и спинку, и по спинке вывязывается азиатский росток. У меня вот здесь, как вы видите, одна полоса серая сзади на спинке, длиннее, нежели все остальные. Это у меня как раз и был в районе 5 сантиметров у меня азиатский росток. И посадка свитера получается удобная, нигде ничего не давит, горловина не тянет, а вязать быстро, легко, и здесь никаких нарушения рисунка не происходит. Значит, дальше до низа изделия вяжется круговыми рядами ровно, без всяких прибавлений, расширений или зауживаний, и заканчивается низ изделия вот таким красивым законченным краем, шнуром айкорд. Что касается рукавов, у меня изначально я хотела, чтобы они расширялись к низу и были вот такие вот расклешенные, поэтому я вязала довольно широкий рукав, делая прибавки в каждом втором ряду. И далее от подмышек, когда я набрала петли рукава, я дальше в каждом 10-м ряду делала по 2 прибавки. Поэтому у меня вот к концу рукава он расширялся, и смотрится он как колокольчик. Красиво, так как я и хотела. Значит, вроде бы так основные моменты я все вам рассказала. Какая пряжа, какой метраж, какой расход. Сказала, 270 грамм у меня ушло. Если вы, может быть, захотите изменить изделие, связать длинный рукав
Может быть, у вас это количество изменится, но приблизительно ориентируйтесь на мой расход. Значит, что касается материала, вот что я еще не сказала. Значит, вязала я резинку спицами номер 3, все остальное в тело изделий закрывала полностью спицами номер 4, не меняла при закрытии номер спиц. Спицами номер 4 я вязала весь основной узор и все тело свитера. Также вам еще понадобится, кроме спиц, ну, соответственно, маркеры для обозначения регланных линий, а потом для обозначения начала ряда, ножницы, потому что нить часто меняется, и иглу с широким ушком, для того, чтобы когда вы будете закрывать низ рукавов и низ свитера, для того, чтобы этот наш айкорд соединить начало и конец при помощи иглы с широким ушком. Ну а так все, сложностей никаких у вас не возникнет. Изделие довольно быстро и просто вяжется, а выглядит очень симпатично, очень нежно и красиво. Главное подобрать цвет пряжи, либо подобрать различные цвета, если вы хотите тоже вязать полосатый, которые между собой гармонично сочетаются. Ну все, приятного всем вязания! Итак, приступаем к вязанию. Значит, девочки, по смене цветов я не буду вам ничего рассказывать, потому что у каждого будет свой цвет, и каждый будет менять так, как ему больше нравится, так как задумано по вашим модели. Я буду принцип вязания рассказывать и показывать. И немножко расскажу, как на разные размеры это связать. Значит, я набрала самым обычным способом 112 петель. Значит, так как буду вязать я регланом сверху, я уже во многих своих видео рассказываю, что очень легко выходить на разный размер, на необходимый для вас размер, когда вяжешь регланом сверху за счет длины регланной линии. Значит, но горловину набирать вы можете тоже свое количество петель в зависимости от того, как вы хотите, чтобы она поплотнее ближе к шее была, либо была более такой легкий весенне-летний вариант, посвободнее. У меня средний такой вариант, я набрала 112 петель, но единственное условие, количество петель у вас должно делиться на 4, быть кратным 4, потому что у нас рисунок потом идет, он кратный 4 петлям. Поэтому для удобства нужно набирать количество петель кратно 4. Для больших размеров можно больше петель набрать, не 112, например, а 120, 124, для того, чтобы немножко посвободнее у вас была горловина. Значит, я набрала 112 петель и провязала где-то 3,5 сантиметра резинкой 1 на 1 на спицах номер 3,5. Дальше я перешла на спицы номер 4. Здесь у меня произошла смена цвета. И теперь мне нужно распределить маркеры на перед, спинку, регланные линии и рукава. Значит, как я буду распределять, исходя из своего количества петель? Значит, вешаю маркер, обозначающий начало ряда. Дальше я провязываю 2 петли лицевыми. Это петли регланной линии у меня будут идти, состоящие из 2 петель. Снова надеваю маркер. Вот я отделила 2 петли регланной линии. И дальше у меня петли рукава. Значит, на рукава у меня будет по 12 петель. Значит, у меня и на рукавах, и на переде, и на спинке количество петель будет кратно 4, чтобы удобно было начинать рисунок. Значит, провязываю 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Надеваю маркер. Дальше 2 петли регланной линии, тоже лицевой. Снова надеваю маркер. И дальше у нас идут петли спинки. Их у меня количество, наперед и на спинку я одинаковое количество распределила. Их у меня 40 петель. Значит, я провязываю 40 петель лицевыми петлями. Так, провязала я 40 петель спинки, надеваю маркер и 2 петли регланной линии лицевыми, снова надеваю маркер и дальше 12 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова надеваю маркер, 2 петли регланной линии, маркер, и остается нам провязать 40 петель переда лицевыми петлями. Провязываем самостоятельно. Все, установочный ряд мы с вами провязали, маркеры, петли распределили, маркеры надели. Значит, у нас 40 петель переда, 40 петель спинки, по 12 петель на рукавах и по 2 петли на 4 регланные линии. И со следующего ряда мы начинаем с вами делать прибавки вдоль регланных линий, и одновременно мы начинаем вывязывать основной рисунок нашего узора. Итак, начало ряда у нас мы начинаем с прибавки. Мы поднимаем перепоночку нижележащего ряда, надеваем на спицу следующим образом и за переднюю стенку вот так скрещенной петлей провязываем лицевой. Это мы сделали уже первую прибавку с вами. Перебрасываем маркер, провязываем регланные линии лицевыми петлями. Мы всегда их будем вязать лицевыми петлями. Снова перебрасываем маркер. И теперь нам нужно провязать следующую прибавку с наклоном влево. Мы поднимаем точно так же эту перепоночку, только надеваем теперь ее вот таким образом. И за заднюю стенку провязываем лицевой петлей. И вот с этого момента у нас начинается с вами основной рисунок, состоящий из 4 петель. Итак, первая петля у нас лицевая, следующая петля у нас идет накид. Дальше мы 3 петли должны провязать с вами вместе. 3 петли вместе, подтягиваем, снова накид. Это у нас раппорт узора. Дальше повторяем: лицевая, накид, 3 петли вместе, и накид. Снова лицевая, накид, 3 петли вместе, и накид. Итак, мы провязали петли рукава. Дальше у нас идет накид вдоль регланной линии. Мы снова поднимаем вот эту перемычку, надеваем ее на спицу следующим образом и вяжем лицевой петлей с наклоном вправо за переднюю стенку. Получается у нас скрещенной петлей. Маркер перебросили. 2 лицевые регланные линии. Снова прибавка только с наклоном влево. Вот таким образом и за заднюю стенку провязываем скрещенной лицевой петлей. И дальше снова мы вяжем основным узором.
Раппорт очень простой, узор очень простой. Лицевая, накид, 3 петли вместе, накид. Не забывайте подтягивать. Снова лицевая, накид, 3 петли вместе, накид. И так провязываем до следующей регланной линии самостоятельно. Так, петли спинки провязала. Теперь прибавку вдоль следующей регланной линии поднимаем эту перемычку, надеваем на правую спицу и за переднюю стенку скрещенной лицевой провязываем. Далее 2 петли регланной линии и то же самое, только с наклоном влево. Вот таким образом за заднюю стенку. Так, петли рукава вяжем тоже рисунком. Лицевая, накид, 3 вместе, накид, лицевая, накид, 3 вместе, накид. И еще раз лицевая, накид, 3 вместе, накид. И теперь делаем прибавку вдоль регланной линии с наклоном вправо за переднюю стеночку, провязываем. Перебрасываем маркер. Две петли регланной линии лицевыми, прибавка с наклоном влево за заднюю стенку, и дальше у нас идут петли переда, вяжем точно так же рисунком, как и предыдущая. Лицевая, накид, 3 петли вместе, накид. И далее повторяем до начала ряда, до конца ряда. Итак, первый ряд мы провязали с вами рисунком, второй ряд провязываем полностью лицевыми петлями. И те, которые были у нас лицевые, мы провязываем лицевыми, и там, где мы делали накиды, мы провязываем лицевыми, и там, где мы делали прибавки вдоль регланных линий, мы тоже провязываем лицевыми. В общем, весь второй ряд полностью провязываем лицевыми петлями. Итак, второй ряд мы с вами провязали. А теперь, девочки, внимание, я вам сейчас скажу 3 важных момента, после которых вы просто будете самостоятельно вязать ваш свитер, либо однотонным, либо многоцветными рядами, меняя эти полосы самостоятельно, и до необходимой длины регланной линии. Значит, росток у нас в этой модели будет азиатский, для того, чтобы не нарушать рисунок и не портить красоту нашего изделия. Значит, итак, первый важный момент, что касается самого рисунка. Значит, у нас раппорт состоит из 4 петель и 6 рядов, 5 из которых 5 из 6 рядов вяжется просто лицевыми петлями. То есть первый ряд мы провязываем так, как мы с вами провязали рисунком, следующие 5 рядов мы провязываем просто лицевыми петлями. Потом снова провязываем один ряд вот таким рисунком, и снова следующие 5 рядов провязываем лицевыми петлями. Очень простой рисунок, очень быстро и легко вяжется. Просто запомнить последовательность. Из 6 рядов первый ряд рисунком, 5 лицевыми. Это что касается рисунка. Дальше мы с вами будем вдоль регланных линий делать прибавки для того, чтобы у нас расширялись рукава и расширялось тело свитера.
Прибавки мы с вами будем делать в каждом втором, через ряд. Вот в первом ряду мы прибавки сделали, второй провязали без прибавок. Потом сейчас будем вязать третий ряд, он будет у нас с прибавками. Четвертый ряд будет без прибавок. И так будем чередовать прибавки через ряд. За счет прибавок у нас будут образовываться и со стороны переда спинки, и со стороны рукавов дополнительные петли. До тех пор, пока количество петель с одной стороны, и соответственно и с другой стороны, не достигнет 4, что соответствует раппорту рисунка, мы их просто провязываем лицевыми. Когда мы уже сделали прибавок достаточное количество, что у нас с одной и с другой стороны маркера образовалось по 4 прибавки, мы их вводим в рисунок и провязываем так, как мы провязываем рисунком. Надеюсь, понятно объяснила. И у нас будет постепенно вводиться наши прибавки, постепенно вводиться в рисунок, и за счет этого расширяться будет тело свитера и рукавов, точнее джемпера, и расширяться наш рисунок. Вот это 3 важных момента. Первый – это рисунок, который состоит из 6 рядов. Второй – это прибавки, которые мы будем делать вдоль регланных линий через ряд. И третье – за счет прибавок образовавшиеся петли вводить в рисунок тогда, когда их образуется по 4 петли с каждой стороны маркера. Все, вяжем самостоятельно, цвет меняем самостоятельно, как вам хочется, до необходимой длины регланной линии. Чем длиннее регланная линия, тем шире изделие, тем больше размер. Вяжете и замеряете, примеряете на себя. Когда я свяжу необходимую для меня длину, я сделаю все замеры и вам расскажу и покажу. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Итак, девочки, я довязала необходимую для моего размера длину регланной линии. Сейчас я вам померяю, а вы, конечно же, ориентируетесь на свои размеры. Значит, вот я разложила вот таким образом свое изделие и сейчас померяю регланную линию по длине. Вот у меня она где-то примерно 22 сантиметра получилась. Значит, как я уже говорила, для каждого размера она своей длины. Чем меньше размер, тем короче регланная линия. На маленькие размеры от 17-18 сантиметров она где-то идет, а на большие размеры до 25 сантиметров и так далее. Значит, вот когда мы довязали необходимую длину регланной линии, нам нужно петли рукава отдельно, на отдельные то ли лески, то ли спицы, то ли дополнительную нить, у кого что есть, переодеть. Вот у меня один рукав и второй рукав. Здесь какой нюанс? Значит, петли регланной линии я все отправила на рукав. Я хочу, чтобы в этом изделии у меня был широкий рукав, поэтому я петли регланных линий отправила на рукав. Значит, на перед и на спинку я чисто только петли переда и спинки пересняла. Значит, итак, снимаем отдельно петли рукава, отдельно петли переда и отдельно петли спинки переснимаем. И теперь нам нужно связать азиатский росток. Я сейчас его уже связала и расскажу вам, как вы это сделаете. Вот у меня вот эта спинка. Я сейчас ее выровняю и покажу вам, как вот выглядит росток. Значит, когда мы только довязали регланную линию, у нас одинаковые части переда и спинки. Вот таким образом выглядит. А когда мы свяжем росток, у нас спинка удлинится где-то сантиметров на 5. И когда мы вместе соединим перед и спинку длину, то у нас образуется вот такой анатомический росток для удобства посадки, для того, чтобы горло не сдавливало и не подтягивало перед изделия. Значит, что мы с вами делаем? Когда мы с вами разделили, сняли петли рукава переда и спинки, для тех, кто не знает и не вязал азиатский росток, дальше мы вяжем по спинке тем же самым узором, только поворотными рядами.
необходимую длину ростка. Вы смотрите, если вы хотите вырез поглубже, вы вяжете большее количество рядов. Если вы хотите поменьше, меньшее количество. Я вот сейчас померяю вам, сколько я сказала, и скажу в рядах. Значит, в сантиметрах это получается где-то 5 сантиметров, да, как я и думала. И связала я 2 узора раппорта. Вот, видите? Вот здесь у меня закончилась спинка в круговом вязании. И вот один и второй раппорт я связала. Единственное, что... ну да, ну все правильно. Вот идет у меня первый раппорт, точнее первый ряд первого раппорта. И вот он заканчивается. И первый ряд второго раппорта. И вот он заканчивается лицевыми рядами, как мы вязали в круговом вязании. Значит, в поворотном вязании вяжем то же самое, только в изнаночных рядах все петли и все накиды провязываем изнаночными петлями. И рисунок от этого не меняется, остается такой же. Итак, я удлинила спинку, провязала 5 сантиметров по спинке. И следующий этап нашего вязания: нам нужно замкнуть снова наше изделие в круг. Для этого мы будем это делать при помощи дополнительных петель подреза. Но если бы мы вязали с вами лицевой гладью, мы просто набрали бы определенное количество петель на подрезах и пошли дальше. Здесь у каждого будет свое количество петель. Вы должны подключить свою интуицию для того, чтобы, во-первых, рисунок не сбился. Каждый останавливается ведь на своем моменте. Кто-то может остановиться на определенном количестве петель, на одном, на втором, на третьем. У всех количество петель будет разное. Вы должны будете смотреть по своему рисунку. Сейчас, когда я буду набирать, я вам покажу. Нам нужно просто выровнять петли, чтобы у нас рисунок не сбивался, а по кругу шел. То есть у нас в круговом ряду должно быть количество петель кратно 4, как мы с вами и набирали. Значит, итак, разворачиваем изделие и начинать вязать мы с вами будем от начала ряда. У нас вот был с этой стороны начало ряда, вот у меня нить набрана, вот это перед, и с левой стороны переда у меня было начало ряда. И сюда же я буду присоединять рабочую нить, и отсюда я буду соединять наше изделие. То есть начинать я буду, начало у меня начнется вывязывание им уже по спинке, и пошла снова в круговую. Итак, я присоединила рабочую нить к левой стороне переда. И вот здесь я вот такими маркерами обозначила раппорт своего рисунка. Я вот здесь просмотрела, как у меня будет идти рисунок. Вот этой петлей он заканчивается. И здесь в конце у меня остается 3 петли, то есть не хватает одной петли для следующего раппорта. И посмотрела вот здесь на спинке. Здесь тоже вот начинается с этой петли, и вот 3 петли, одной не хватает для следующего раппорта. Мне не нужно слишком широкая, меня ширина уже вполне устраивает, поэтому я буду набирать всего 2 петли подреза. У меня здесь 3, это 6, а нужно 8, чтобы делилось на 2, чтобы здесь у нас было 2 раппорта. Значит, я буду набирать всего 2 дополнительные петли подреза. Количество петель для подреза может быть разным. Вот начиная от 2, как у меня, и можно и 5, и 7, и 10, так как зависит все от размера и от вашей ширины изделия и свободы свободы движения руки. Значит, мне достаточно 2 петли, а вы смотрите так, как у вас по рисунку. Например, если вы хотите немножко увеличить подрезы, а у вас будет складываться так, как у меня, то вы набираете 2 петли для того, чтобы закрыть вот эти 2 раппорта, и еще 4 петли для следующего раппорта. Тогда у вас вот тут между маркерами будет 3 раппорта, а не 2, как у меня. В общем, принцип я постаралась объяснить вам.
Значит, как мы набираем дополнительные петли? Мы берем рабочую нить, вот так вот складываем петельку, надеваем на спицу и подтягиваем. И еще раз я делаю петельку и подтягиваю. Вы делаете такое количество раз, сколько вам необходимо петель для подрезов. И здесь в первом соединительном ряду, понятно, что здесь между маркерами еще речь о рисунке не идет, поэтому просто провязываем эти петли лицевыми. И подтягиваем здесь в этом местах соединения. Первый, второй ряд нужно хорошенько подтягивать петли, потом закрепить ниточки, чтобы ничего не расходилось. А уже вот после маркера вот уже начинается спинка, и здесь мы начинаем уже первый ряд нашего раппорта, так как мы и вязали по кругу. В данном случае у меня идет лицевая петля, накид и 3 петли вместе. Здесь в этом ряду я провязываю за заднюю стенку, потому что я вязала поворотными рядами и петли повернулись в обратную сторону. Вот, когда я вяжу круговыми рядами, то я провязываю за переднюю. Вы тоже смотрите, смотря каким способом вы вяжете, бабушкиным или классическим, вы смотрите, как у вас стоят петли и провязываете так, как они удобно, вот как удобно они лежат. И накид, и дальше следующий раппорт. Лицевая, накид, 3 вместе и накид. Дальше лицевая, накид, 3 вместе и накид. И таким образом провязываем до следующего рукава. Вот когда мы подошли ко второму рукаву, мы тоже маркерами вот так отметили полные раппорты переда и спинки и добираем недостающие петли петель подреза. У меня одна точно так же и вторая. И у меня получается здесь тоже между двумя маркерами 8 петель, то есть 2 раппорта. Между ними я провязываю лицевыми. И дальше я перехожу уже на перед и вяжу по рисунку. Лицевая, накид. И здесь у меня, это закончила я перед на круговом вязании, здесь у меня вот петли стоят таким образом, что я за переднюю стенку провязываю 3 петли вместе. Лицевая, накид, 3 вместе, накид. Снова лицевая, накид и 3 вместе, накид. И так вяжем до конца ряда. Все, я провязала первый ряд нашего раппорта и замкнула ним наше изделие в круг. Теперь дальше мы будем вязать все по рисунку и до желаемой длины вашего изделия. Учитывайте только, что в конце будет резинка примерно такого же размера, как и в начале мы вязали. Значит, смотрите, теперь уже вот эти маркеры мы можем убирать. Просто вот сюда вешаем один маркер, который будет обозначать начало ряда. И все. И дальше и под этим рукавом, и под вторым рукавом мы маркеры убираем и просто вяжем все по рисунку. Итак, первый ряд мы рисунка связали. Дальше следующие 5 рядов мы просто вяжем лицевыми петлями. Потом снова первый ряд рисунка, 5 рядов лицевыми петлями. Так как здесь у нас уже никаких прибавок нет, очень просто и быстро будет вязаться этот ряд. Все вот эти петли подреза мы сейчас как раз будем провязывать все 5 рядов лицевыми, а уже в следующем раппорте на первом ряду мы уже их включим все в рисунок. Все дальше вяжем самостоятельно. Вот здесь первые, там где я узелки присоединяла нить, тяжело провязать. Подтягиваем здесь ниточку, чтобы не было провисаний никаких.
провязываем эти петли все. Вот я провязала петли подреза, убираю маркер и дальше перехожу на петли спинки, все провязывая лицевой. Вот я дошла до второго подреза, уже убираю эти маркеры, не помогали нам отделить раппорты, и провязываю лицевыми. Расслоилась нитка немножко. Все, убираем маркер и дальше вяжем по кругу. Вот мы перешли с вами на круговое вязание, и теперь дальше вяжите самостоятельно желаемую вами длину свитера. Вот благодаря азиатскому ростку у нас нигде здесь ни по переду, ни по спинке не нарушился рисунок, и все очень перетекает, все плавно и аккуратно. Все, и вязать его очень просто и легко. Те, кто не вязал классический росток, для них это страшно, а азиатский очень легко и просто. Это очень простой, упрощенный вариант. Все, продолжаем вязать необходимую длину свитера, учитывая то, что вам нужно еще будет связать резинку. Так, девочки, я немного провязала тело изделия и оставила его, надела вот заглушки на леску, оставила его в связи с тем, что у меня ограниченное количество пряжи, и я сначала решила связать рукава, а потом уже остаток пряжи пустить на длину настолько, насколько мне хватит. Поэтому тело изделия я пока отставляю и начинаю вязать рукава. Вот один рукав я уже связала. У меня по задумке вот такие широкие рукава, которые по длине будут где-то 3/4 до локтя или, может быть, чуть-чуть ниже локтя. Значит, вы можете вязать так, как у меня, а можете связать обычный рукав в реглане. Если вы остановитесь, провяжете, например, после подмышек, провяжете, например, вот 4 раппорта и резинку, у вас будет просто обычная футболка. Если вы продлите рукав, так как у меня, будет 3/4. А если вы захотите длинный, вы просто вяжете на нужную вам длину, и у вас получается полноценный джемпер уже с длинным рукавом. Значит, я уже один рукав связала, как я уже сказала, и для вот этой длины 3/4 я провязала вот от подмышек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раппортов. И дальше я закончила резинкой 1 на 1, так как мы и начинали с вами горловину. Сейчас я покажу вам, как я, значит, закольцевала рукав и начала вязать по кругу. Значит, по количеству петель я вам говорить не буду, потому что оно будет у каждого свое, потому что каждый вяжет на свой размер, и за счет длины регланной линии у вас количество петель рукава будет у каждой свое. Единственное, что скажу, что сейчас мы будем добирать добирать петли по петлям подреза, с двух сторон петель подреза и по вот этому азиатскому ростку со стороны спинки, который мы вывязывали. Значит, если вы не хотите широкий рукав, как у меня, вы добираете вот эти петли и дальше в каждом ряду, точнее, и дальше по мере вязания в каждом 10-м ряду
с двух сторон центрального маркера, мы повесим сюда маркер, будете делать с каждой стороны по одной убавке в каждом 10-м ряду до того момента, как вы будете закрывать ваше изделие. Если вы хотите такой рукав, как у меня, слегка расклешенный, то мы будем делать в каждом 10-м ряду прибавки. И все, это вот такой основной нюанс, который при вязании рукава. Теперь добираем петли. Значит, петли добираем из протяжек или петелек, которые поднимаем мы по изделию. Значит, стараемся поднимать таким образом, чтобы отверстия не образовывались очень большие и очень такие объемные. Значит, вот я дошла до подрезов. Теперь я поднимаю по подрезам петельки, поднимаю до середины. Так, вот здесь до середины вешаю маркер. Это у меня центр будет нашего рукава под мышками. И дальше на вторую спицу набираем. Поднимаем. Тут уже мы по ростку, по азиатскому поднимаем таким образом. У нас, значит, если бы мы с вами вязали только лицевой гладью, мы бы их провязали скрещенными, и у нас отверстия бы не было видно, они бы спрятались. А так как мы сразу будем вязать первый ряд рисунка, а там у нас идут накиды, то старайтесь как можно подхватывать такую петлю при набранных петлях, чтобы слишком у вас дырочки не было такой большой. Вот как я вот ищу, какая поднимается. Ну, пожалуй, все. И все. И прям с первого ряда мы будем с вами вывязывать первый ряд рисунка нашего раппорта. Я рекомендую вам пересчитать петли и определиться, кратно ли они 4, то есть рисунку нашего раппорта. Если нет, если там у вас, например, 2 лишние или 2 не хватает, то вот здесь по двум сторонам маркера мы просто их провязываем лицевыми, а далее все петли разбиваем на наши раппорты. Здесь под мышками это будет линия нижние рукава, ничего страшного не будет, видно не будет. Значит, все, присоединяем рабочую нить и начинаем вязать первый ряд раппорта. Я вот от верхней части, где у нас рисунок был, посмотрела, как идут наши раппорты. Вот здесь у меня вот 4, 4, 4. Дальше снова 4. Раз, два, три, 4. И вот 2 у меня лишние петельки. Я их провязываю лицевыми. И дальше начинаю вязать рисунок. Лицевая, накид. И дальше у нас по рисунку 3 петли вместе. Накид. Снова лицевая, накид. И дальше эти 3 петли набранные, поднятые вместе провязываем. Накид. Снова лицевая. Можно, где у нас длинная петля, можно в первом ряду скрещенной провязывать, чтобы отверстия сильно лишними не выбивались. Накид. Так, вот эту можно перевернуть, чтобы удобнее было провязать 3 петли вместе. 3 вместе. Накид. И так пошли дальше вязать по всему
кругу рукава лицевая накид, 3 вместе, накид. И так до маркера вяжем. Итак, первый ряд провязан, второй ряд и последующие ряды до 6 провязываем просто лицевыми петлями по кругу, так как мы вязали основной узор. Все, дальше продолжаете вязать на необходимую для вас длину самостоятельно. Что касается прибавок, с 2 сторон маркера в каждом 10-м ряду делаете прибавки с наклоном влево и с наклоном вправо, там, где, так, как мы делали с вами, когда вывязывали линию реглана. И все. И таким образом довязываете необходимую длину рукава, который вы хотите. И потом, если вы вяжете рукав такой широкий, как у меня, не переходите на спицы меньшего размера, а 4-кой, так как вязали основной узор, точно так же провязываем просто по всем петлям резинкой 1 на 1. А закрывать будем через накид эластичным способом. Я вам покажу. Итак, я довязала рукав, но по ходу вязания решила изменить низ рукава. Я изначально планировала резинку в конце, точно такую, как в горловине набирала. А по ходу того, как я вязала, почему-то пришло мне на ум сделать свободные такие рукава. И такой же хочу сделать низ. Я закрыла низ рукавов вот таким шнуром айкордом. Я покажу вам, как это делать, кто захочет. Кто хочет, вяжите резинку, а кто захочет, так как я, айкордом закрыть, я покажу вам этот способ, кто не знает, когда буду закрывать низ изделия. И вот такие у меня получились широкие расклешенные рукава. Именно такого эффекта я и добивалась. Я именно так и хотела, чтобы они были у меня 3/4 и вот такие широкие. Слегка прикрывать локоть будут. Итак, второй рукав у меня тоже уже связан, точно так же, как и первый. Вот я закрыла айкордом. И теперь я дальше уже довязала длину своего изделия настолько, насколько у меня хватило пряжи, или вы вяжете настолько, насколько вы хотите, чтобы у вас была длина, то ли укороченный свитерок, то ли средней длины, то ли подлиннее. И теперь я тоже буду закрывать низ изделия айкордом, так как закрывала края рукавов. Сейчас я покажу, кто не знает, как это делать. Итак, вот у меня последний ряд я довязала. Перебрасываю маркер. И что мы сейчас делаем? Значит, первую петлю мы провязываем лицевой, вторую петлю провязываем лицевой, а третью петлю мы провязываем 2 вместе лицевой. Вот у нас на правой спице провязаны 3 петли. Мы возвращаем эти 3 петли на левую спицу. И у нас нить, видите, у 3 петли, а не у 1 рабочие. И теперь мы за переднюю стенку провязываем 1 петлю лицевой. Главное, здесь не затягивайте. Дальше за переднюю стенку 2 петлю лицевой. А 3 петлю провязываем 2 вместе лицевой. Дальше снова эти 3 петли возвращаем на левую спицу и повторяем. 1 петля одиночная лицевая, 2 петля одиночная лицевая и 3 петля 2 вместе лицевой.
И таким образом вяжем весь этот ряд. Возвращаем с правой спицы на левую. Первая петля одиночная лицевая, вторая петля одиночная лицевая и третья петля двойная, 2 вместе лицевой. И вот уже можно видеть, как начинает вывязываться у нас этот шнур. Еще провяжу пару таких заходов и покажу вам. Лицевая, лицевая, 2 вместе. Возвращаем. Лицевая, лицевая, 2 вместе. Возвращаем. И еще раз лицевая, лицевая, 2 вместе. Возвращаю на левую спицу. И вот видите, как образовался вот такой вот красивый, хорошо оформленный край изделия. Все, продолжаем вязать до конца ряда. И когда последние 3 петли уже останутся у вас на правой спице, я покажу, как соединить между собой эти 2 края шнура айкорда. Вот я провязала полностью ряд, закрыла, точнее, айкордами. У меня осталось на правой спице 3 петли. Теперь отрезаем нить примерно такой длины сантиметров 15, чтобы удобно было. И вдеваем нитку в иглу с широким ушком. Закрывать будем при помощи иглы. Соединять 2 края нашего шнура айкорда. Итак, что мы делаем? Мы переводим нить на изнаночную сторону и в первую петлю вводим иглу с нитью именно вот с изнаночной стороны на лицевую. То есть вот так на себя. Теперь можно снять первую эту петелечку. И дальше что мы делаем? Мы смотрим начало нашего айкорда. Здесь у нас получается 3 вот таких косички. Вот посмотрите. Вот первая идет косичка, ее очень хорошо видно. Затем, когда вы начинаете вот так переворачивать, идет вторая косичка. И затем перевернули, и вот идет 3-я косичка. Так вот, так как мы сейчас присоединяем первую петлю, нам понадобится вот эта наша первая косичка. И вот самая первая петля, с которой мы с вами начинали. Придерживаете спицу. И теперь ищем вот эту первую петлю и под обе стенки вводим вот таким образом ниточку, иголку и вытягиваем. И таким образом у нас вот эта первая петля присоединяется. Дальше мы должны еще раз в эту первую петлю ввести спицу, только теперь с лицевой на изнаночную сторону. Смотрим, вот где она присоединилась, она вот затянулась, вот она. И вот теперь с лицевой на изнаночную. То мы в первый раз вводили с изнаночной на лицевую сторону, а теперь с лицевой на изнаночную. Вот второй раз мы ее провели, и у нас вот косичка соединилась и начала продолжаться. То же самое мы проделываем с вами, крутились круговые спицы. То же самое мы проделываем с вами со следующими 2 петлями. Переводим нить на изнаночную сторону, вводим в петлю иглу с изнаночной на лицевую сторону, снимаем ее. И теперь смотрим наш шнур и нашу вторую косичку. Вот это была первая косичка. Теперь чуть-чуть переворачиваем и смотрим. Вот это вторая. И первую петлю со второй косички. Вот она. Тоже под обе стеночки. Вот так вводим спицу и подтягиваем. Дальше в эту же вторую петельку смотрим, где она, послабим чуть-чуть,
Вот она. Вводим иглу только с лицевой на изнаночную сторону. И теперь можно уже подтянуть хорошенько. И то же самое у нас осталось проделать с последней петлей. Она уже спала, я уже не буду надевать спицу. С изнанки на лицо вводим нить. Дальше смотрим, где у нас идет третья косичка. Вот под обе стеночки вводим иглу. И теперь снова с лицевой стороны на изнаночную вводим иглу еще раз. И теперь с обратной стороны просто закрепляем ниточку, цепляемся за какую-нибудь петельку и закрепляем ниточку. Просто протягиваем ее. Делаем узелок. И потом прячем хвостик. Все, у нас соединился шнур I-cord. И низ изделия у нас закончен. А вот и все. Наш с вами джемпер готов. Осталось провести ВТО, если необходимо отпарить, и можно надевать. Как раз для него сейчас подходящий сезон. И я думаю, что эта модель придется очень кстати именно вот в этот момент. Конец лета и начало осени. А также потом, когда наступит весна, то конец весны, начало лета тоже. А еще у кого лето не слишком жаркое, можно вечерами надевать, потому что он ажурный и достаточно свободный. Но в то же время в нем уютно и тепло. Ну, на сегодня у меня все. Кому понравился мастер-класс, ставьте лайки. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, потому что у меня много планов по разным интересным изделиям впереди. И жмите колокольчик, чтобы не пропустить, когда выходит следующий новый мой мастер-класс. А на сегодня у меня все. Всем пока!